Привет всем. Что лучше может быть первого лифа? Конечно же, наверное, любая машина, которая проедет больше, чем 150 километров, но об этом попозже поговорим. Сегодня у нас на обзоре электрокар, который проедет точно 300 километров, и это лиф второго поколения. Встречайте! Итак, на смену первого лифа в 2017 году вышло второе поколение лифов, и выпускается оно до нашего времени. Здесь у нас 2020 год, в комплектации N-Connect и на 62 киловатта батареи. Визуально, в сравнении с первым лифом, как бы кардинально поменяли дизайн. Острые грани, издалека, в принципе, если так прищуриться, то похоже на какой-то Lexus. И у нас почти топовая комплектация. Фары у нас идут ледовские с линзами, и также бывало выпускались галогенки. Ну и полностью, в принципе, вокруг все у нас ледовское уже. Есть 360 обзор камеры. Ну и визуально, в принципе, ну как бы больше ничего тут рассказывать нету. Красивый автомобиль, который как бы уже смотрится в 2022 году очень и очень прилично. Даже на 2017 год смотрелся неплохо. Итак, по ходовке. Спереди у нас обычный Макферсон, сзади у нас торсионная подвеска. Ломаться там по сути нечему, как бы ходят они относительно нормально. По задней части мы сразу замечаем, ну, в сравнении с первым лифом она отличается очень сильно. У нас другие фонари ледовские, чуть-чуть другая крышка багажника. Ну, открывается она также сама с кнопки. И сразу мы попадаем в багажник. Багажник у нас на 410 литров. Здесь у нас должна быть обычная полочка, ее сняли. Под ковром у нас нету запаски, у нас, грубо говоря, обычный пол и стоит усилитель акустики. Больше тут интересного ничего нету, даже нету розетки на 12 вольт, хотя она бы тут не помешала. А так, по багажнику больше ничего рассказывать нету. Итак, открываем мы капот. Встречает у нас вот такая вот палочка. Конечно, могли бы уже газовый упор поставить, но все-таки. Итак, здесь мотор у нас на 214 лошадей и на 340 крутящего. И этот мотор ставился именно на батарее 62 киловатта. Предыдущий мотор был на 150 лошадей и на 320 крутящего. Здесь как бы этой мощности с головой. По коробке там, в принципе, нечего рассказывать. Там обычный редуктор на одну передачу, грубо говоря. Ну и максималочка у нас 160 километров. И она упирается, грубо говоря, в этот редуктор. Так, больше под капотом смотреть нечего. Есть маленький аккумулятор, это для бортовой сети. Ну, жидкости, омыватели. И, в принципе, больше ничего такого тут нету. Перейдем к зарядным выходам. Здесь у нас быстрая зарядка Чандема и Type 1. В европейских, это у нас американец, в европейских версиях ставился здесь Type 2. Это на медленную зарядку, ну и Чайдемо на быструю зарядку. В принципе, тут больше ничего нету. Похоже, как бы лючок открывается, как в первом лифе. И как-то так. В салоне сразу нас встречает нормальная торпеда, как у всех автомобилей, большинство, не какая-то там космическая, как в стиле Honda Civic, либо в первом лифе, а обычная полноценная торпеда, примерно похожая на Короллу торпеду, и либо на Мазду, ну, визуально. Сделана она под кожу, но это обычный пластик для экономии материала, веса, ну и там экологии. Здесь у нас 8-дюймовый монитор сенсорный, мультимедиа, грубо говоря, с поддержкой CarPlay, Google, там, авто и так далее.
Также на этом экране вы, в принципе, подключаете, ну, климатом управляете, но еще ниже есть тоже для быстрого доступа панель с климатом. Она, в принципе, с первого лифа перешла сюда. Кнопки подогрева тоже такие же самые, как на первом лифе. Переключатель передач, грубо говоря, тоже перешел с первого лифа. Руль у нас изменился, и как по мне, он стал красивее, грубо говоря, похож на фольксвагеновский чем-то. Потому что тот на первом лифе дутый, некрасивый. Здесь, в принципе, он стал намного лучше. Куча кнопок для мультимедии. И ушла кнопочка эко-режима уже на консоль эту. Также у нас кожаное сиденье с Алькантара вставочками. Электроручник уже не педалькой надо ручник, а уже обычный электроручник, как на Volkswagen. Дальше, что у нас есть? Ну, подогревы сидений, руля и заднего сидения, это понятно. Это, в принципе, и в первом лифе было. Дальше нас встречает приборная панель. Часть экрана у нас цифровой дисплей. И часть экрана у нас, грубо говоря, аналоговый спидометр. Но спидометр так себе визуально, он похож на какой-то спидометр от мопеда. По заднему ряду здесь относительно просторно. Я сижу за собой, ноги у меня не упираются в сиденье. В потолке также само, высокий потолок. Из комфорта у нас, грубо говоря, стеклоподъемник, подогрев заднее сиденье и 2 USB для зарядки телефона. Обдува от печки для задних пассажиров нету. Подсветки сверху тоже нету. И подлокотника у нас тоже нету. Так что как-то так. Wish I could feel you again, but I know it's too late, and I know you're away. There's no chance to apologize, nah, nah, nah. По езде по неровным дорогам. В принципе, машина сбитая, но чувствуется 17 колеса, и хоть она и на 50-м профиле, но жестковато, чуть-чуть жестковато. А так в целом неплохо. По управляемости руль тут крутится намного легче, чем на первом лифе. Хоть тут и 17 колеса, но по ощущениям электроусилитель здесь намного лучше работает. По кренам их почти здесь нету. Машина сбитая, чуть-чуть жестковато. Ну, если ускоряться, допустим, либо резко переставиться, то это плюс этого автомобиля. По шумке, шумоизоляции, здесь она присутствует, плюс за счет того, что мы мотора почти не слышим, он работает, не так, как двигатель внутреннего сгорания. Мы его почти не слышим. И за счет батарей, то, что у нас получается под днищем, и как слой, грубо говоря, защитный добавляется, шум дороги почти не слышно, потому что, батарея толстая, плюс шумка родная. И если сравнивать с машинами обычными, то здесь намного тихо, тут, в принципе, нечему удивляться. И что хотел сказать по моторам. На первом лифе мотор не так слышно, как здесь. Возможно, из-за того, что он тут мощнее, он так громко, слышно такой звук троллейбуса. Особенно снаружи, это мотор очень слышно. И либо это сделали производители, чтобы пешеходы хотя бы хоть как-то слышали, что едет, допустим, сзади машина, когда идут по дороге. Также во втором лифе появилась эта функция и кнопочка, называется E-педаль. Она, грубо говоря, вы когда ее включаете, отпускаете педаль газа, машина сразу начинает плотно так тормозить. И, в принципе, можно даже в пробках ездить одной педалью. То есть она полностью тормозит машину, и она даже не едет. То есть в пробках просто отпускаете газ, и
машина останавливается, ну как плавно, ну чувствуется, что она быстро останавливается, и до полной остановки, и стоит. То есть не надо вам нажимать тормоз, грубо говоря, одной педалькой вы работаете. Итак, по динамике и ускорению. Производитель говорит, что этот автомобиль с этим мотором разгоняется за 7,1 секунду. Ну, если будет там зацеп и все остальное. Ну, по ощущениям, она очень быстро разгоняется и вдавливает в сиденье. И максималочка у нас будет только 160. Это, в принципе, ограничение. Ну, даже не ограничение, это порог этого редуктора, грубо говоря, коробки. Так, я думаю, мотор этот бы быстрее бы поехал, но все-таки упираемся в этот редуктор. И по ускорению. Вот сейчас мы едем 60 км в час. Эко-режим отключенный, только Б – это повышенная рекуперация. Ну и начинаем, вот я педаль в пол нажимаю. И уже у нас как бы 114, 130. Я думаю, это ускорение хорошее. То есть в любой момент вы можете перестроиться, обогнать любую фуру, даже на скорости 100-110 запас по обгону есть. И он как бы приличный. Ну и со светофоров, я думаю, можно всех делать. Это так, стреляет она очень хорошо. Правда, зацеп, если хорошая будет резина, и тогда вы, в принципе, будете нормально стартовать со светофоров. По запасу хода заявлено производителем 384 километра, но плюс-минус там 360 вы проедете именно на 62 киловаттной батарее. По зарядке, в принципе, если вы будете от обычной зарядки заряжаться, это будет до полного 10 часов. Если вы будете быстрой зарядкой пользоваться, то, я думаю, за час полную батарею вы зарядите. По ценам сейчас, в принципе, на 22 год цены кусаются. Второй лифт можно купить, начиная от 22 тысяч, и как бы сумма не маленькая. И в зависимости от емкости батареи, от комплектации, и цена будет разная. То есть с ценами тут как бы так неоднозначно, еще с курсом доллара, то тут надо вам решать, нужна ли вам эта машина. Итак, подведем итоги. Если вы планируете машину на будущее, и отказаться от двигателя внутреннего сгорания и позволяет бюджет, то стоит присмотреться к этому автомобилю. И если у вас еще даже частный дом есть, то этого будет шикарный вариант. Сейчас некоторые будут спорить из-за того, что маленький ход, там запасы и всякое такое. Тут да, но если, допустим, не было войны, я думаю, зарядок со светом, проблем не было, и это автомобиль как бы полноценный. То есть куда-то поехать, допустим, даже с Киева в Одессу, запаса полного не хватит, но как я на постое, допустим, в Умане останавливаюсь на заправке, там, хот-доги, заправляюсь. И так же самое здесь. Можно поставить на машину на зарядку и заправиться, в принципе, без проблем. Особенно на быструю зарядку вы за полчаса больше, чем половину батареи можете зарядить. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Подписываемся, ставим лайки и всем пока.